Что делать, если к вам пришла полиция? В этом видео мы рассмотрим, как действовать, если к вам пришел полицейский, как не совершить ошибок и как не стать объектом незаконного воздействия полиции. Когда может прийти полиция? Это несколько случаев. Первое – это случай, когда вы являетесь подозреваемым или обвиняемым. Обычно тогда полиция и приходит, потому что человека разыскивают, пытаются получить у него показания, пытаются выяснить что-то об обстоятельствах преступления или просто пытаются его доставить к следователю, потому что подозреваемые и обвиняемые не очень любят к следователю приходить сами. Поэтому если полиция пришла, это сразу подозрение о том, что вы обвиняетесь или подозреваетесь в каком-то преступлении. Второй случай, который случается реже, но тоже происходит. Полиция приходит тогда, когда вы являетесь потерпевшим по делу. Здесь характер визита другой. Скорее приходят вас не задержать, а приходят для того, чтобы выяснить у вас какую-то информацию по делу. И обычно приходят либо в офис, если вы сотрудник организации, руководитель какой-то фирмы, по месту работы, где вы работаете, а также могут приходить домой. Это связано с тем, что по тому месту, где вы находитесь, могут находиться следы преступления, какие-то документы, то есть то, что полицейским интересно именно в связи с совершенным в отношении вас преступлением. Ну, например, кто-то избил человека, и полиция приходит к нему домой. Потерпевший на месте показывает, что здесь произошло избиение, здесь лежало орудие, вот здесь находился обвиняемый. Поэтому полиция приходит к потерпевшему в основном для того, чтобы выяснить и прояснить для себя картину того преступления, которое расследуется. Третье. Полиция приходит тогда, когда вы являетесь свидетелем. Здесь ситуация похожа на ситуацию и обвиняемого, и потерпевшего. Зачастую свидетели могут быть очевидцами каких-то событий, которые происходили с потерпевшим. Ну, например, находиться в том же помещении, когда потерпевшего избивали. И тогда полицейским интересно опросить свидетеля, допросить его именно в том помещении, где произошли эти события. Также бывает, полиция приходит к свидетелям тогда, когда их не может их куда-то вызвать, не может их найти так же, как обвиняемого, да? И тогда они приходят к нему домой, как правило, или на работу, то есть где наиболее часто бывает человек, и для экономии времени прямо на месте работы или прямо на месте происшествия человека опрашивают, чтобы его не вызывать и оперативно получить от него информацию. Ну и в исключительных случаях полиция приходит к вам тогда, когда сами полицейские совершить хотят или совершают в отношении вас преступление. Да, ну, например, вы бизнесмен и не хотите платить полицейским взятки. Они могут прийти к вам, чтобы подкинуть вам наркотики. Или, например, забрать ваш бизнес. Ну, я думаю, вы поняли идею, о чем я говорю. То есть, когда полицейские имеют недобрые намерения, и эти недобрые намерения хотят в отношении вас реализовать. Но это все-таки исключение из общего правила, потому что в этом исключении это скорее не полицейские, а преступники, которые действуют в полицейской форме. Что нельзя делать, когда полиция пришла к вам? В этом случае мы поговорим о тех случаях, когда полиция явилась к вам домой. Чего точно нельзя делать? Первое. Нельзя хамить, нельзя грубить, нельзя угрожать. Потому что полицейские находятся при исполнении. И если вы так будете себя вести, то ваши действия могут быть расценены как воспрепятствование действия сотруднику полиции. И вы можете быть привлечены к административной ответственности. Также это может разозлить сотрудников полиции, они могут применить к вам силу, спецсредства, наручники. Ну, разумеется, ничего хорошего от этого не будет. Второе. Нельзя трогать полицейских и применять к ним физическое насилие. Ну, конечно, не любое прикосновение к сотруднику полиции может быть расценено как нападение. Понятно, что нужно правильно воспринимать контекст, и все мы понимаем, что ударить, специально толкнуть — это одно, и там пожать руку или случайно задеть — это совершенно другое. Поэтому, если это будет какое-то рукопожатие деловое, когда к вам пришли, вы пожали руки, познакомились, и вам полицейские объясняют: ну вот, мы вас задерживаем, пройдемте с нами или давайте вас допросим. Как бы это нормально. Разумеется, никто вам вменять это в качестве насилия не будет или сопротивления. Поэтому прямая агрессия по форме, да, она, конечно, будет недопустима. А случайный толчок, ну вот особенно бывает на обысках, узкое помещение, ну проходите, касаетесь друг друга, но все же понимают, что это
не специальное воздействие. Если вас уже тянут по какой-то причине, значит применяют физическую силу. И если вы сопротивляетесь в любой форме, да, это сопротивление, это повод применить большую физическую силу. Здесь важно отметить, что если сотрудник полиции действует законно, тогда вы ему противодействуете. А если он действует незаконно, вы от незаконных действий вправе защищаться любыми способами. Поэтому, если вы считаете, что полицейские действуют незаконно, но только не надуманно это из объективных каких-то причин, то, конечно, надо сопротивляться. И в данном случае все-таки оптимально, если к вам не применяется прямое насилие, которое вы считаете незаконным, а его и быть не должно. То есть, по большому счету, к вам могут приехать, чтобы вас куда-то доставить или взять какую-то бумагу. Если при этом вам наносят прямые удары, куда-то тащат без объяснения причин, это можно воспринимать агрессию. Если просят куда-то проехать, то сначала спокойно предлагают, а потом надо ехать, расспросят. Вот. И если просят подписать бумагу, да, ну, вы же можете сделать замечание, от подписи отказываюсь и поставить свою подпись. То есть сопротивляться можно вот так. И это даже вам поможет, потому что это оставит след о незаконных действиях полицейского. Поэтому на моей памяти и наблюдениях, если полицейский стоит на своем, и как только вы переходите к оскорблениям либо физическому воздействию, все, вы не правы. Можно ли не открывать дверь полицейским? В общем-то, да. И можно двери не открывать. Но нужно учитывать несколько юридических моментов. Первое. Для того, чтобы пройти в жилое помещение, где вы находитесь, необходимо согласие лиц, которые в нем проживают, либо судебное решение, позволяющее полиции пройти в это помещение. И если к вам пришла полиция, вы спокойно можете разговаривать с ними через дверь, выяснить, какие у них цели визита, что они вас спрашивают, и в принципе поговорить через дверь. Если это ситуация, когда у полицейских нет цели проникнуть в жилое помещение, нет на это судебного решения, то, возможно, вам этого разговора и будет достаточно. Но если у них есть такая цель, то тогда в результате и есть судебное решение, а вы им дверь не открываете и общаетесь с ними через дверь, тогда они могут эту дверь взломать. Ну, в данном случае им ничего другого не остается. Как же действовать? Вот вы общаетесь через дверь. Как понять, пускать полицейских, не пускать, есть у них судебное решение, нет у них судебного решения? То в данном случае вы можете убедиться следующим образом. Вы хотя бы через глазок можете попросить им, чтобы они показали вам не только удостоверение полицейских, но и судебное решение. В обычной жизни полицейским нетрудно это сделать. Если вы увидите, что вам хоть что-то показывают, то по большому счету можете дверь открыть. Не факт, что вам покажут правду, но в принципе я не вижу причин полицейским, которые пришли с судебным решением, чтобы попасть к вам в жилье, как-то вас обманывать. Поэтому если вам покажут что-то через глазок, вы будете иметь представление, что решение суда есть, и тогда, в общем-то, есть основания к тому, чтобы открыть дверь. После того, как вы открыли дверь, в данном случае вам уже дадут ознакомиться с постановлением суда о проведении обыска вашей квартиры или же осмотра вашей квартиры. Вы на этом постановлении сделаете роспись, что ознакомлены, и вам должны предоставить копию этого постановления, либо дать сфотографировать. Так предусмотрено законом. Если вы обвиняемый и подозреваемый, и когда вас разыскивали, и вы не открыли дверь, но вам показывали постановление о том, что могут в помещение войти, это будет отягчающим обстоятельством, которое будет работать не в пользу вас. При этом надо быть точным. Закон устанавливает исчерпывающий перечень отягчающих обстоятельств. И вот непускание полицейских в квартиру на обыск, да, там, либо на осмотр само по себе не отягчающие обстоятельства, но это, несомненно, учитывается судьей при принятии решения, что человек там, перед задержанием сопротивлялся. Это точно будет негативно характеризовать вас. В общем-то, так частенько происходит, потому что для полиции, на самом деле, это большая проблема и забота ломать дверь. То есть ты повредишь чужое имущество, вам самим полицейским придется все-таки оправдываться, если на вас напишут жалобу, а в чем была необходимость. Почему нельзя было дождаться собственника помещения, ну не только же один там человек живет, например, да, почему нельзя было действовать как-то более аккуратно. Дальше может встать вопрос, что из-за двери обвиняемый говорил, сейчас у меня приедет адвокат, давайте дождемся его, после этого дверь откроем. То есть для полицейских ломание двери – это экстраординарная ситуация, порождающая в отношении них
подозрение в превышении или злоупотреблении должностных полномочий. Статья 285-286 УК. И поэтому полицейские, когда пытаются проникнуть в жилое помещение, они все-таки стараются закон соблюдать. И поэтому нормальная тактика предложить, что я вас услышал, что у вас есть определенные санкции, возможность ко мне зайти, но давайте дождитесь моего адвоката, это примерно полчаса, чтобы адвокат из точки А в точку Б приехал, и в его присутствии все проведем, я не буду сомневаться и все вам покажу. И вот то, что приходилось сталкиваться мне, полицейские в целом идут навстречу, потому что для них так проще. Адвокат пришел, объяснил, человек спокойно дверь открыл, и в присутствии адвоката сделали все, что хотят, спокойно, без всяких конфликтов. Вообще полицейским предоставлено право, что в случае, если они знают, что где-то происходит преступление, там, хранение наркотиков, похищение человека там, и так далее, то они без всякой санкции могут заходить в помещение для предотвращения и пресечения преступлений. Поэтому вообще это не препятствие им зайти. Если они точно знают, что там будет что-то находиться, они могут в принципе пройти в помещение, сломать дверь. Плюс есть механизм, когда санкция на обыск получается после обыска. Это так называемый обыск в случаях, не терпящих отлагательств. Когда полицейские, следователи знают, что предполагают объективно, что есть те же наркотики находятся в квартире, их могут уничтожить. Они могут, не получая санкций суда, сломать дверь, войти, провести обыск, а потом уже подать документы в суд для того, чтобы суд принял решение, законный был обыск в случаях, не терпящих отлагательств, или незаконный. И тут еще тоже такая деталь есть маленькая, что если брать наркотики, это только в фильмах показывают, что можно избавиться, да, там, от наркотика целиком. Это будут следы, все равно его останутся. В спешке избавиться от большого объема нельзя, от мелкого, наверное, можно. Да, это, наверное, фору обвиняемым будет давать, но я на практике мало знаю случаев, когда бы это помогло. Потому что полицейские не глупцы, если они приходят, их и точно знают, что там наркотики, они точно адвоката ждать не будут. Они предложат, услышат, что человек не открывают, сломают дверь и зайдут. То есть это немножко такая формальная конструкция. Может быть, только какой-то неопытный следователь будет ждать адвоката, зная, что там наркотики и что их уничтожают. Скорее, это больше из фильмов. Бывает так, что обыски надо делать неожиданно, именно с этой целью, чтобы люди были спящие, не могли предпринять мер, обороняться, уничтожить следы преступления. Поэтому обыск может быть неожиданный, не обязательно дверь будут стучать, что-то предлагать. Зайдут, обездвижат, если опасаются, и после этого уже объявят постановление, дадут расписаться и приступят к обыску. В каких случаях полиция имеет право проникнуть к вам в помещение без, по большому счету, каких-либо разрешительных документов? Первое – это прежде всего для пресечения преступлений. Это тот случай, когда полицейским достоверно, или предположительно известно о том, что в квартире совершается преступление. Например, кого-нибудь убивают, избивают или хранят наркотики. То в этих случаях полиции не обязательно какое-либо разрешение, она может неожиданно, внезапно, взламывая дверь, проникнуть в помещение. Второе, полиция может проникнуть в помещение для того, чтобы поймать преступника, которого она разыскивает. Для этого им достаточно обладать оперативной информацией о том, что в этой квартире может находиться человек, которого они разыскивают, и да, без предупреждения они могут проникнуть в квартиру, не получая на это какой-либо санкции в суде. Реже, но тем не менее бывает, что полиция может приходить и проникать в квартиру, когда в ней могут находиться вещественные доказательства. При этом вы можете являться потерпевшей стороной или быть свидетелем, но по каким-то причинам полиция считает, что вы это доказательство не выдадите. И они могут также неожиданно к вам прийти, взломать дверь и проникнуть в помещение без судебного решения. Можно ли вести видеосъемку действий полиции, которые происходят у вас дома? Да, можно. Законом это не запрещено. Некоторые полицейские пытаются это запретить, но в данном случае можно пояснить, что вы снимаете не сотрудника полиции, а действия, которые совершаются в отношении и вашего имущества, а снимать эти действия не запрещено. Это может обстановку разрядить и объяснить полицейским, что действительно вы не их каким-то образом пытаетесь впечатлить, а просто контролируете ситуацию, чтобы вам ничего не подкинули, ничего лишнего у вас не изъяли, чтобы ничего не было повреждено.
Возражать полицейским и вести видеосъемку нужно тактично, то есть ни в коем случае их не оскорбляя, вести себя нужно вежливо, и чтобы ваши действия по форме не воспринимались полицейскими как оскорбление. Ну, иными словами, не нужно тыкать камеру в лицо. Нужно снимать эти действия открыто, спокойно, не мешая сотрудникам полиции выполнять свою работу. Чем грозит вам приход полиции домой? Ну, в данном случае, если пришли за вами, свидетель вы, потерпевший, обвиняемый, подозреваемый, и вас, например, нужно доставить на следственные действия, то вас могут из дома увезти. Вам предложат поехать с полицейскими. Если вы не согласитесь, то тогда могут применить к вам силу. В результате визита полиции у вас в доме могут быть изъяты какие-либо вещи. Да? Например, вещественные доказательства, которые проходят по уголовному делу. Ну, например, какие-то предметы. Да? Также у вас могут изъять вещи, запрещенные в гражданском обороте. Иными словами, непосредственно которые не относятся к конкретному делу. Ну, например, какой-то предмет, да, там, пистолет, нож, орудие преступления. А, например, наркотики, сильнодействующие яды, крупные суммы наличности. То есть все то, что вызывает подозрение в законности этого оборота вот так вот в обычной жизни. На всякий случай полицейские могут это изъять, чтобы потом разобраться и уже решить вопрос, возвращать вам это или это останется при материалах дела, как имеющие отношение к делу. Ну и помните, что если пришла полиция, вы не обязаны что-либо объяснять. При этом не важен, каков у вас статус. Свидетель вы, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый. Каждому человеку дано право на молчание. Закреплено оно в статье 51 Конституции Российской Федерации. Позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. То есть, иными словами, вы можете просто молчать и ничего не пояснять. И это никак не ухудшает и не улучшает ваше положение. Поэтому, если вы чувствуете любые сомнения, то вы можете просто молчать, сославшись на статью 51 Конституции. А за это время позвонить, выбрать адвоката, обратиться к нему, либо попросить родственников это сделать. Если решите обратиться ко мне, мои контакты вы найдете в описании к этому видео. Что будет с вами после того, как к вам придет полиция, если вас заберут из дома? То, скорее всего, вас доставят в правоохранительные органы, это дежурная часть отдела полиции, возможно, к оперативникам, возможно, к следователям, то есть для производства каких-то следственных, процессуальных или оперативных действий. В зависимости от результатов общения с полицией у вас возможны несколько вариантов исхода. Если вы свидетель и потерпевший, то, скорее всего, вас просто отпустят, возможно, выдадут повестку для визита в другой день, и, пожалуй, все. А вот если вы обвиняемый или подозреваемый, то здесь возможен больший вариант действий. Если преступление серьезное, в котором вы подозреваетесь или обвиняетесь, то вас могут задержать. А после этого избрать вам меру пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, либо какую-либо другую. Если преступление не настолько опасно и следователь не считает, что вы можете куда-то скрыться, то вам могут избрать подписку о невыезде, например. То есть мера пресечения, которая в принципе не требует каких-то специальных действий, заключается в том, что вы просто подписываете бумагу о том, что будете являться к следователю по его вызовам. В случае вашего задержания вас поместят в ИВС, изолятор временного содержания, или КАС, камера административно задержанного. Обычно это два помещения с решетками, это помещение камерного типа, где в течение пару суток человек дожидается решения его вопроса по мере пресечения. За это время, за эти двое суток, следователь готовит материалы для избрания меры пресечения, домашнего ареста, либо заключения под стражу, которые предоставляет в суд. И из этих помещений вас везут уже в суд, где происходит судебное заседание. В судебном заседании судья, государственный обвинитель, ваш адвокат высказываются по поводу того, можно и следует ли вас заключить под стражу либо домашний арест, если да, какие-то основания, на какой срок, если нет, то почему. И судья после этого судебного заседания выносит свое постановление, в котором либо удовлетворяет ходатайство следователя, заключая человека под стражу на определенный срок, либо в нем отказывает. В случае же привлечения вас к административной ответственности, порядок действий примерно такой же. Вас из камеры административно задержанных направляют в суд, где судья решает вопрос, привлекать или не привлекать вас к административной ответственности. В случае задержания вот точно с собой стоит взять паспорт, небольшую сумму наличных денег, на обратный путь, например, на такси,
купить что-то там, перекусить по дороге обратно домой, потому что какое-то время вы проведете в полиции. Телефон тоже нужно взять, чтобы связаться с родственниками, но здесь есть деталь: на телефоне отпечаток пальца и распознавание по лицу я бы советовал отключить. Не для того, чтобы что-то скрывать от полиции, а для того, чтобы контролировать информацию, которая в полицию поступает. Потому что если вам нечего скрывать, вы и так все покажете. Но это помогает предотвратить возможные противоправные действия против вас. Ведь телефон у вас могут изъять, попытаться в него проникнуть и разместить там, в принципе, любую информацию. Например, фотографии закладок наркотических средств. И после этого вас обвинить в том, что вы закладчик. Поэтому в данном случае распознавание по лицу и по отпечатку пальца лучше убрать, а вопрос о том, передавать ли код от телефона, уже решить после того, когда у вас будет адвокат с вами и когда вы поймете, опасно, не опасно это вас в конкретной ситуации. Если полиция требует разблокировать телефон, вы имеете право отказать. Обычно люди, кто не считает себя виноватым в чем-либо, показывают телефон. Ну а дальше другая часть людей, видимо, считает себя чем-то виноватым и телефон не показывают. Но в таком случае телефон могут изъять, после этого отправить его на экспертизу и принудительно извлекать из него информацию, из его содержимого. Потому что для полиции отказ в разблокировке телефона расценивается как попытка что-то скрыть. Вы можете показать в своих руках, но никакой гарантии того, что телефон не заберут и что-то с ним не будут делать, совершенно нет. Поэтому я и говорю о том, что вопрос о том, передавать ли код разблокировки полицейским, нужно 100 раз подумать. Потому что у вас же может быть содержаться на телефоне конфиденциальная информация, только ваша, и вы не знаете, как ей воспользуются полицейские. Если при этом присутствует адвокат, это в какой-то степени гарантия того, что он обратит внимание на то, что вот вы у человека берете телефон. Пожалуйста, составьте акт изъятия, состояние телефона и его характеристики и, возможно, даже содержимое. Если вот такого контроля не будет, то произвольно полиция сможет что угодно с телефона удалять, закачивать и в том числе пользоваться этим телефоном. Вот у меня были случаи в практике, когда полицейских обвиняли в получении взяток, когда они у даже людей, совершивших преступления, например, наркоманы, сбытчики наркотиков, задерживали их на месте, просили разблокировать телефон, и потом с их телефона все денежные средства переводили на какой-то свой счет, с которого потом снимали. И получается, что в результате законной деятельности по совершению преступления полицейские сами совершали коррупционные преступления. И в итоге судили тех, кто причастен к обороту наркотиков, и полицейских за то, что они совершили должностное преступление. Поэтому здесь нужно быть внимательным, чтобы не стать объектом преступления самому. Если видео было вам полезным, то поставьте ему лайк. А если не полезным, поставьте дизлайк, я их не боюсь. Но тогда надо написать комментарий, подробный комментарий, чтобы я его прочитал, и если с ним соглашусь, то сделаю видео лучше. Но если нет, могу взять ваш комментарий как повод для видео, или даже вам возразить, потому что многие комментарии из вас, они, если честно, не самые объективные бывают. Ну а в целом, конечно, подписывайтесь на канал, конечно, ставьте лайки все-таки и смотрите полезные видео, они будут очень интересными.